Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Водолей на канале Астро Инспирационе. Таро прогноз, что случится, что произойдет, события и неожиданности июля. И сегодня мы с вами рассмотрим те вопросы, которые не совсем вписываются в рамки времени, имеется в виду темы, которые могли, точнее, начаться даже раньше. Это от начала, может быть, первых дней июля, и чем вы будете на протяжении июля заниматься, и какие сюрпризы, неожиданности вас ожидают. Где-то нам подсказывает ретро, Плутон, не торопиться, будут задачи, которые мы не сумеем быстро решить. Будьте внимательны, потому что что-то будет решено только к середине осени, может быть. Но у нас еще сопровождение ретро-Меркурия в знаке Зодиака Рак. А рак – это у нас, знаете, как добрые энергии, которые сопровождают вас, поскольку это вопросы дома, семьи, любви и памяти. Именно там будут наши энергии, там будут наши желания. Вот давайте узнаем, что для вас внезапно, что, возможно, вас удивит, что будет для вас неожиданно. А вторую карту достанем. С кем, с чем это связано? Пусть нам карты подскажут. Предупрежден, вооружен, правда? Ну и, соответственно, к чему все это идет? Ну или чему быть готовому? Как изменится ваша жизнь в течение июля? Вы тут сами можете что-то изменить или нацелиться на какое-то новое направление. И что прояснится? Что завершите вы сами или что как будто уйдет? Главное событие июля, чем вам запомнится июль? И последняя карта – ваш главный ресурс, в чем вы сильны. Можем рассматривать как карту совет. Итак, что же там вас может удивить? Ну, тут вообще карта, знаете, восьмерка пентаклей, одна из лучших карт в колоде на деньги, на работу. Тут не совсем про удивление, как бы это больше рутина, мои дорогие. Возможно, может удивить тот факт, когда придется либо, ну вот по работе, иногда складываются такие события, сейчас сезон отпусков, когда нам приходится кого-то замещать или делать работы чуть больше. Вы могли распланировать что-то свое, ну, вносит жизнь коррективы. Здесь может быть даже все же, что удивит или что будет внезапно. По этой карте человек работает сам на себя, поэтому для кого-то из вас новый проект. Возможно, это не совсем вот как инициация, да, новая, а когда вы будете, к примеру, видеть, что, возможно, у вас много планов, да, но вот именно один проект, он как бы, ну, имеет такое более динамичное продвижение, ведь потому что по этой карте мы как будто достигли уже определенного опыта, профессионализма, и мы сейчас готовы перейти как на другой уровень. Но вот именно момент изучения, да, нам показан человек в дорогих одеждах, он слишком увлечен изготовлением пентаклей, их уже как будто достаточно, и они висят у него, да, буквально, и паутина уже их затянула. Явно человек очень мудрый, грамотный, обладает большим объемом знаний, потому что стопка книг. Но уже паутина и сюда добралась. То есть он несколько подзастрял. Но вообще, если мы говорим, здесь может быть неожиданные какие-то бонусы по деньгам, может быть какие-то выплаты, премии, увеличения, да. Но я должна сказать, смотрите, рыцарь мечей здесь может быть с конкретным человеком связано. Вот мы вторую карту откроем. По рыцарю мечей бунтарь без причины. Кстати, мои дорогие водолеи, вы сами можете взбунтоваться. Хотя по этой карте, вы знаете, мы как будто сами ищем истину, и мы ее находим. Возможно, для этого, будьте внимательны, здесь как могут быть неожиданные визитеры, может быть, домой, может быть, по работе. Для тех из вас, кто занимает ответственный пост, ну, неважно, может быть, и небольшое подразделение в вашем подначале, да, но здесь могут быть проверяющие, такое иногда проигрывается. Но и вы сами как будто с легкого старта можете куда-то отправиться. Ну, вот правда, я бы сказала, придется вносить коррективы, если мы говорим о ретро-Меркурии. Сбоят системы в этот период. Или какие-то документы у нас тоже могут задерживаться. Здесь может быть и еще и ситуация, когда, знаете, приходится вам перестраивать свой личный график.
Будьте внимательны к этому периоду. То, что поначалу может именно выглядеть, или, мои дорогие, человек, который тоже может выглядеть как бунтарь без причины, он явно несет какое-то очень рациональное зерно, когда вы с этого можете получить не просто бонусы, а для вас это будет какой-то прорыв. У нас находится уже теперь Юпитер в знаке зодиака Лев. Это прекрасное время для заработков и работы. И поэтому здесь могут быть неожиданные возможности, которые даже поначалу выглядят все-таки колесо фортуны. Они могут выглядеть, ну так, знаете, не очень привлекательно, это точно. У кого-то будет напрямую, правда, касаться работы, работы и семьи, может быть, работы на дому, мои дорогие. У кого-то пусть это будут вопросы семьи, дома, места вашего проживания или планируемого. Я такое тоже не исключаю. И, возможно, коррекция, да, как и работа на дому, но с учетом той местности, где вы собираетесь находиться. Возможно, вам придется даже самим как совершить путешествие по инстанциям, каким-то офисам, конторам. Может быть, юридический момент такой, да, для себя выяснить. Все-таки мы правду и истину ищем. Но, знаете, как вот эти добрые энергии, они на вашей стороне. Тут какие-то приятные возможности, даже если я оговорюсь, поначалу это как-то, ну, не очень нас впечатляет. С кем, с чем будут связаны вот эти внезапности? А это судьба. Здесь ничто не происходит случайно. То, что происходит в жизни людей, может быть, даже в вашем окружении, у кого-то происходит тоже такая жизненная трансформация. У человека меняются планы, это как-то воздействует на вас. Здесь могут меняться законы. Но законы в сыром виде не меняются, но вот приложения, подзаконные акты, будьте к этому внимательны. Поэтому нам кажется иногда, что мы знаем, да, допустим, все изучили, а ведь постоянно в движении находится и законодательная база в том числе. Поэтому есть смысл по некоторым темам не самому подзастрять, додумывать, а именно, может быть, обратиться к специалисту, тот, кто, ну, по призванию держит руку на пульсе, потому что ведь по этой карте избавление от боли, избавление от страданий, новый жизненный этап. Значит, даже если опять же что-то выглядит поначалу, ну так, непривлекательно, или нам не нравится, мы сами можем взбунтоваться. Видимо, так охладить собственной энергии придется, потому что даже в том, что, ну, как-то нам кажется совершенно неприменимым или совершенно это не соответствует моим планам, но тут и планы ваши опять же будут меняться. И вот такие энергии, мои дорогие, с одной стороны, это то время, когда вот две ретропланеты, ведь движение вперед есть, причем особенно по этой карте это стремительный какой-то момент в вашей жизни, когда ну буквально с низкого старта нужно вот именно приступить к какому-то делу. Поэтому хоть и что-то движется вперед, но есть и те темы, которые возвращают нас назад, как будто требуют возвращения. У кого-то это может быть и с отношениями, у кого-то это и работа, и деньги, ну как все сферы жизни, не случайно. У вас старший аркан, который, может быть, тысячи дорог соединяет в одной точке. Будьте к этому готовы. Сама судьба вами пытается, ну, как руководить. Поэтому пройдите по ситуации. К чему все идет? К чему быть готовым? Ну, мне нечего добавить. Я знаю, что многие из вас знают карты Таро, и Солнце – это, конечно, момент ясности, истины, безусловно. Но это еще и выбор правильного направления месяцев на 6-8. Вот, видимо, не просто в июле. И должна сказать, когда старшие арканы выпадают, мои дорогие, вот смотрите, когда младшие арканы, это зависит от вас. А когда старшие, у вас 3 шикарных. Как будто вот что-то стремится действительно к завершению. И одновременно это начало нового жизненного цикла. И в этом вам помогает фортуна. Колесо фортуны, карта страшного суда и выздоровления. И карта солнца. Здесь, может быть, придется договариваться, потому что иногда по этой карте мы прощаем себя за собственные ошибки, не корим. И мы прощаем кого-то другого тоже. И все это имеет смысл. Потому что какая-то не просто трансформация, а добрая трансформация или перестройка происходит у вас в течение июля месяца.
Ну, давайте узнаем, как изменится ваша жизнь. Ну, новый жизненный этап. Иногда по этой карте у нас проходит конкретно сведения. Пажи – это вестники. У кого-то вопросы, связанные с детьми. У кого-то, как изменится ваша жизнь. Есть взаимодействие с конкретным человеком. Маг выпадает. Я должна сказать, это у вас такие энергии. Все-таки это вам выпала карта. И все то, что я по первой позиции долго объясняла, это может быть какой-то ваш инсайт. Или когда вы даже приступаете к какому-то делу нехотя, да. Я говорила, мы сами можем взбунтоваться. А вот, видимо, постепенно, когда мы идем по ситуации, по судьбе, то тогда мы видим, что нет, это не случайно. Это у меня так выглядит какой-то шанс, и какое-то дело определенно нужно продолжать. Но я также не исключаю, это могут быть конкретные люди. Да, люди очень ресурсные. Может быть, на данный период июля более ресурсны, чем вы. И вам придется договариваться, причем в новых энергиях, как какую-то историю словно начать сначала. Она вам, скорее всего, знакома, а вот энергии вам придется поменять. Потому что, прежние методы не будут срабатывать. Маг, он гибкий, он все время перестраивается. В этом буквально его сила. Но это, если мы говорим о знаках зодиака, у кого-то может совпадать. Это у нас по карте мага. С одной стороны, это Меркурий. Правда, в некоторых картах, в некоторых колодах прописан Меркурий. В одном углу, а в другом Дева и Близнецы. Поэтому, может быть, у кого-то конкретные люди. Что прояснится, хотя нам уже Солнце сказала, что да. Вы знаете, может проясниться ваша занятость или какая-то неразрешимая проблема, которая таковой казалась прежде. Когда вы долго искали выход из какого-то положения, по этой карте железной мы выход находим. Но это может быть буквально перемещение куда-то, и у вас это может совпадать с сроками. То есть собирались поехать на месяц, поехали на неделю или на 2 месяца. Собирались находиться в одной местности, но вот, видимо, тут будет что-то меняться. Возможно, меняться будет что-то у людей, а вам придется корректировать планы. Это точно. Будьте готовы к неожиданностям. По аркану умеренности, вот нам именно эта умеренность, холодная голова – совершенно необходимо, потому что для нас очень много знаков посылает судьба. Это буквально знаки в пространстве, это буквально знаки во времени, может быть, даже так. Вот все то, что мы называем альтернативное, или то, что вроде бы непостижимо, невероятно, но оно врывается буквально в вашу реальность. Что же это такое? Интересно, опять же, старший аркан. Это будет иметь продолжение, мои дорогие. Тут какое-то приятное продолжение следует. И я тут вижу, нельзя вам упустить. И если мы говорим, что прояснится, у кого-то, конечно, могут проясняться все же паж кубков к вашей радости. Может быть, вопросы личной жизни. Пусть это даже вопросы, 2 кубковые карты в середине аркана умеренности. Может быть, с вашей парой связано, у кого-то будут проясняться вопросы, связанные с детьми. Или пусть, мои дорогие водолеи, это будет тот проект, ведь это карта вдохновения, хорошего настроения, добрых новостей. Но, значит, все равно, даже если опять же поначалу что-то, либо идет криво, либо выглядит как-то, не так, как мы бы этого хотели, а все-таки какой-то такой добрый момент, поворотный, я бы сказала. Карта 8 кубков подтверждает, что придется вам корректировать планы, придется вам корректировать собственные графики. Но, видимо, пройдя только даже пару шагов, как по новому пути или в новых энергиях, вы будете видеть, зачем все это было нужно. Что идет или что вы завершите сами? А путаница опять же какая-то. Сложный выбор. По 2 мечей это всегда выбор. И у каждого тут совпадет столько старших арканов, у каждого какая-то своя сфера жизни будет совпадать. Вот тут мы должны, знаете, как будто соединить то, что просит наше сердце, душа, и одновременно холодный расчет. Вот давайте мы следующую карту откроем. Главное событие, чем запомнится вам июль месяц. А ведь и правда у кого-то дороги. Вообще, это карта заслуженного успеха. Для кого-то из вас
как новая система обучения, может быть, или освоение каких-то новых навыков, ресурсов, иногда напрямую дороги. Иногда эта карта может проиграться так, когда вы даже не собирались куда-то ехать, а вот именно так судьба повернет события, вам придется рассмотреть. И это могут быть и мелкие поездки, когда просто каждый день у нас, ну, где-то будьте к этому готовы, потому что вот этим может запомниться июль. Я составила или составила себе планы, но вот тут в один момент все это пришлось пересмотреть. И, возможно, таких вариантов у вас будет не единожды, вот разные ситуации и в разных сферах жизни. Но ведь это всегда карта прогресса, поэтому если мы говорим по шестерке мечей заслуженный успех, мы как отплываем от безжизненного берега именно для того, чтобы получить этот успех. И, может быть, даже у кого-то банально по работе. Да, нам не нравится. Или нам придется делать какую-то работу. Да, карта рутины, все то, что я говорила. Но, значит, потом какой-то... Причем это не нужно нам там, ну, вкалывать до седьмого пота. То есть это какие-то вы шаги сделаете. И я могу предположить, вас либо какое-то дело может увлечь, причем совершенно неожиданное направление. Вы можете начать даже что-то изучать. По этой карте мы изучаем языки. Может быть, иностранные языки, языки программирования. По этой карте как раз работа из любой точки мира идет, или работа на дому. Тут немножко вы сами на своей волне. Этим вам запомнится июль. Как будто к вам в вашу жизнь приходят, мои дорогие, возможности. Но ведь это карта мужества. Мы должны быть готовы вот сделать как минимум эти первые 2 шага. Ну и ваш главный ресурс – противостоять какой-то путанице. Находить правдивую информацию. Будьте готовы к тому, что людей будет много, информации будет тоже много, и она будет такая сбивчивая, путанная, когда люди могут вам что-то обещать. Утром говорю, пообещал, к вечеру он забыл. И пусть бы предупредил, а нет, ничего не предупредил. Люди могут подводить, мои дорогие. Но тем не менее, вы в этом ресурсные. То есть, что нам хотят сказать карты? Ну, даже если хоть камни с неба, но, как ни странно, именно вы, видимо, своим хладнокровием, своим интеллектом, ваш знак – это всегда мечи, мы говорим, воздух, знаки воздуха. Это в первую очередь интеллект. Значит, и, кстати, по аркану умеренности, это значит даже какая-то ситуация, которая, ну, из ряда вон выходящая. А вы именно обладаете такими как и ресурсами, так и энергиями. Ну, где-то, может, нам что-то и не нравится, но это вовремя себя остановить. Или переключить как на рассмотрение какого-то иного метода. Вот в этом вы буквально сильны. Некоторых из нас, ну, знаки зодиака, мы если в целом берем, могут накрывать такие сильные эмоции. Некоторые люди могут, ну, как мы говорим, невыносимыми, да, становиться. А, видимо, у вас хватит и выдержки, и так-то. Может быть, вам это будет не совсем просто, все же мы все живые люди. Но, видимо, вот в этом как раз-таки ваш ресурс. В чем еще вы сильны? Ну вот правда, мои дорогие водолеи, работы будет много. Или пусть перемещение, у кого-то согласований, или пусть это ваши какие-то проекты. Есть тот проект, в котором нам приходится поневоле участвовать, но есть и наше как личное дело, может быть, творчество, когда нам приходится как будто это совмещать. Будьте к этому тоже готовы. Но опять же, в этом ваша сила. Когда вы что-то сумеете довести до ума. Возможно, в чем ваша сила? Когда вы кому-то не перепоручите, а именно сами что-то. Не будете ждать, потому что люди могут подводить все то, что я говорила. И сил тогда хватит по 10 жезлов и именно до логической точки что-то завершить. Но, может быть, и в связи с этим много работы. В чем ваша сила? И еще договариваться. Договариваться и рассмотреть даже, может быть, в прежних патовых ситуациях для себя через дипломатию некоторый компромисс. Вот, видимо, у вас получается, или работоспособность, но у вас на каком-то особенном уровне будет. И иногда это просто даже дела, пусть вы не работаете, значит, это дома могут быть какие-то вопросы. Или это связано, когда вы там комфортным хотите сделать жилье. Все-таки у нас ретро-меркурий в знаке зодиака Рак. Мы с вами сказали дом, семья, любовь и память. А по этой карте иногда идет наша ностальгия или те люди, которых мы давно знали. Может быть, у кого-то были паузы в отношениях. Вот здесь, как и вы сами можете
возвращать кого-то. Может быть, есть необходимость для этого, для важных бесед, каких-то согласований. Ну и в вашу жизнь люди тоже могут возвращаться. Поэтому будьте готовы, в этом ваша сила. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые водолеи, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы пишете мне искренние добрые комментарии и за помощь, поддержку моего творчества. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, читайте статьи на моем сайте, ссылки в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.